Всем привет, мои дорогие! Тот, кто первый раз зашел на мой канал, у меня канал рецептов был до этого, и я решила немножко по-другому сейчас начать мой канал, так сказать, типа перезагрузить, но это не так, потому что у меня также будут рецепты присутствовать в моих влогах. Теперь будут видео немножко, может быть, длиннее. Ну, я хотела показать, как начинается мой день. Начинается мой день. Это уже у нас 12 часов дня, но я сперва ничего не хотела делать. Мои мальчики уехали рыбачить с моим мужем. Из-за этого я теперь решила быстренько начать мой влог уже в 12 часов дня. Конечно, у меня утро начинается немножко пораньше. У меня детки встают всегда 6:30 в школу. В 7 встаю я, так как они уже сами для себя все делают, так как уже выросли. Я хотела показать, что меня сейчас ожидает. Меня ожидает посуда. Мне надо разобрать полностью машинку и составить все назад, а потом я начну делать тортик, потому что мой младший сыночек, он еще дома, у него сегодня друг, они сидят там играют, а он попросил меня сделать наш, так сказать, любимый тортик. Я этот рецепт получила от мужа. От моего мужа, семья, у них всегда этот рецепт на каждом празднике есть. Этот тортик, он очень-очень вкусный. Мы его очень часто печем на все праздники. Он у нас присутствует, он делается очень быстро, это как кекс получается. Он шоколадный получается, плюс с орехами, это правда очень вкусно. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Я сейчас быстренько все разберу, сделаю себе кофе. И мой завтрак, у меня никогда не бывает завтрака сразу, у меня завтрак в основном уже к обеду, потому что не знаю, почему-то завтракать. Иногда, когда мне хочется, я завтракаю сразу, но иногда, когда мне часто такое, что я не очень люблю рано завтракать. У меня завтрак всегда с моей шоколадкой, с кофеем и сыром. Это почему-то вот мой завтрак. Мой завтрак. Все на меня всегда смотрят и говорят: как ты такое кушать не можешь? Ну, мне нравится. Ладно, буду я приступать. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Сперва, конечно, кофе. Если вдруг что-то шумит, что-то, например, как кофе или что-то дергается, я только учусь. Это мой, так сказать, второй влог. Я первый уже сняла, он уже должен выйти. И я просто пока не все умею. Начинающий блогер, не знаю даже, как правильно сказать, но сразу извиняюсь. Если что, пишите мне, чтобы я знала, что мне надо исправить, что надо лучше сделать, что надо вообще убрать. Мне будет очень интересно, и я буду вместе с вами учиться. Мое кофе готово, у меня здесь стоит инзель. Из-за этого я нагиналась и соскладывала здесь тарелки, так как детям в верхних полках тарелки очень тяжело доставать, особенно на моем младшем, он еще маленький ростиком. Из-за этого у нас все стоит в выдвижных ящиках, и они тогда могут всегда себе сами все делать. Доставать. Теперь моя большая кружка кофе. Вообще надо раньше было пить, но так как у меня шильдрюзе, щитовидка, на русском это щитовидка, и мне нельзя сразу пить кофе, мне надо сперва таблетку выпить, потом подождать 1 час, а потом только я могу пить. Если я, конечно, утром встала и забыла выпить таблетку, и когда я спохвачиваюсь и думаю: я бы уже сейчас кофе попила, но моя таблетка была еще не выпита, я тогда ее пью и начинаю тогда уже чуть-чуть попозже мой день с кофе. Мне надо добавить немножко совсем молока. Я кофе пью без сахара и не сильно много молока. Тот, кто уже знает или видел мои видео до этого, у меня безлактозное молоко, так как у меня моя щитовидка, у меня не просто щитовидка или увеличенная, или уменьшенная, у меня щитовидка, у которой есть иммункранкайт или болезнь, иммунитетная болезнь, я думаю, так будет правильно сказать, которая... В общем, мое тело думает, что она ко мне не принадлежит, она пытается ее, как сказать, выкинуть из тела, она пытается ее обштозать. Я даже не знаю, как это на русском, она ее убивает сама. Мое тело убивает мою щитовидку. Это называется Hashimoto thyreoiditis, и я думаю, что это на русском также, потому что это латинское название или имя. И получается, лактоза и глютен – это такой Nebenkrankheit,
Я тут на немецком говорю, потому что мне легче. Это такая болезнь, которая всегда присутствует при этой болезни. Если у тебя есть вот это хашимото, тогда ты не можешь кушать ни лактозу, ни глютен. Глютен — это вся мука, которая, ну, именно простая мука. Я только могу, например, кушать кукурузную муку, рисовую муку, вот такую муку я могу кушать, или без глютена, а нормальная мука, ненормальная, вот наша повседневная мука, я ее не могу кушать. А лактоза — это все молочные продукты. Я уже к этому привыкла, было немножко тяжело, но я к этому привыкла, но ничего. Будем просыпаться, пьем кофе и продолжаем дальше. Просыпаться, я так говорю, сейчас подумайте, что я только что встала. Я не только что встала, но именно когда ты кофе попил, тогда ты такой бодренький, тогда как получается, как будто бы проснулся. Сковородки я, конечно, никогда не ставлю в стиральную машинку, потому что они тогда быстро пропадают или портятся, начинают пригорать. Из-за этого у меня сковородки всегда моются руками. Я сейчас приготовлю все ингредиенты, которые нам понадобятся для нашего тортика, для нашего кекса. Вообще он в Германии называется кухен. Из-за этого кухен — это как и торт, и кухен вместе, все вместе. Я всегда думаю, как это правильно назвать. Но это, я думаю, по-русски правильно говорится шоколадный кекс, наверное, с орехами. Но он получается очень вкусно. Пожалуйста, попробуйте, вы точно не пожалеете. Он у вас тоже будет всегда, он делается очень быстро, но очень вкусно. Я решила вас взять с собой, показать вам, какая у нас погода. У нас сегодня 28 февраля. Я вот в кофточке, в футболочке, так сказать. И мне надо вынести мусор. Хотела вам немножко показать, как у нас в Германии здесь, на улице происходит. Я даже не знаю, как правильно держать мою камеру, чтобы вы все хорошо видели, чтобы мне это сильно так тряслось, да. Из-за этого я извиняюсь, если это сильно трясется. Вот хочу вам показать, вот такое солнышко у нас светит. У нас закрыто все, ну, как цаун. Огород весь у нас закрытый, просто у нас, я часто лежу летом, загораю, и очень часто лежу, загораю полураздетой, будем так говорить. И я бы не хотела, чтобы наши соседи к нам заглядывали, когда я загораю. У нас вот такие мусорки. Это у нас остатки, это у нас остатки от кушания, и потом пластик. И вон там синий, это наши все эти... Ой, как плохо меня видать. Бумага вся. У нас сейчас это новое сделали. Ой. И у нас, например, я выкидываю наши остатки от кушания вот в таком пакете. Он сам потом разойдется, и все будет с ним хорошо. Его можно прям в пакете выкидывать. Конечно, для остатков у нас... Не для остатков, а для желтых пакетов таких у нас уже полная. Из-за этого она у меня останется рядом стоять. Мы потом прям в мешках их выставляем. Полюбуйтесь, 28 февраля. Я не знаю, мне даже в футболке не холодно. Очень приятная погода. Вот. Иногда в Германии вот есть такое. У нас на днях был снег. Ну, только не здесь, а мы уезжали. И там снег шел. Но здесь и сильно холодно было. А сейчас вот такая погода. И мы надеемся, конечно, что оно такое останется. Ну, в общем, я вынесла мусорку. И никак не дойду до моего торта, потому что у меня уже наполнилась моя машинка. Мне надо ее поставить еще раз, включить, чтобы она постиралась, так как я посмотрела в наш холодильник, и там столько много стояло, но уже стояло, наверное, я думаю, со среды той недели, потому что мы потом уезжали.
И все это стояло и стояло во всех этих дозочках, чтобы, может быть, когда-то кто-то покушает, но так никто не покушал. Из-за этого это теперь все я вынесла, и моя машинка, как всегда, набралась до полной. Но это очень удобно, когда есть машинка, быстренько все сложил, все убрал, не надо ни стоять, ни мыть, это очень даже полезная штука. Конечно, она очень много воды пьет, или как сказать, verbraucht, даже не знаю, как это, использует очень много воды, мне кажется, 9 литров. Я точно не помню. Но у нас как-то вот мы посмотрели, у нас детки маленькие, у нас приходит рейшнинг, ну как, сколько нам платить, не сильно много. Из-за этого мы пользуемся ей тогда, когда надо. Некоторые, я знаю, в семьях, некоторых, ну, именно в немецких, они очень часто наполняют прям до самого-самого, и потом уже включают, но я такое не могу, потому что я не могу, если идет запах уже там долго стоящей машинки или долго стоящих посуда, она все равно прокисает, мне кажется. Я такого вообще не могу. У нас она иногда 2-3 раза в день моется. И это очень спасает. Особенно, когда гости приходят. Когда пандемия началась, у нас очень много было гостей. Ну как, это не были так гости, это моя была от моего мужа сестра. Вот, она приходила со своими детками, мы всегда что-то пробовали, варили, было вообще так классно, потому что тогда нельзя было много собираться, но тот, кто живет, так сказать, в одной семье, для нас это была одна семья, они через дорогу живут, и мы друг к другу постоянно ходили, и мы постоянно вместе находимся, из этого для нас, если бы мы вместе все живем. Вот, и машинка спасает. Это вообще хорошая штука. Может быть, некоторые думают, покупать, не покупать, руками помыть. Но я бы сказала, особенно если есть детки, обязательно покупайте. Теперь я буду начинать все готовить к моему тортику. Не то я вообще не дойду. Или пирогу, или кексу, как это правильно назвать, потому что он получается сухой. Вот, ну как сухой, он не прослаивается, но он получается очень влажный, очень вкусный. Внутри он не сухой, он получается обалденный. Я уже столько раз сказала, и все, никак до этого не дойду. Сейчас покажу вам все. Ну, в общем, я наконец-то все приготовила. У меня моя книжка, и тут написано Шпруделькухен. Это наш тортик, который мы будем делать. Шпруделькухен, потому что у нас минеральная вода должна туда идти. Я сейчас разверну, чтобы марки не было видать. Я вообще делаю вот такими стаканчиками все. Например, нам надо сахар 2 стаканчика. И какао нам надо 1 стаканчик. Но сладкое какао, не каба оно называется. Именно сладкое какао для деток, не которое для выпекания. У нас оно вот так выглядит. Это очень важно. Яйца, потом орехи. Потом здесь у меня разрыхлитель, сахар, мука, ванильный сахар, масло. Я всегда рапсовое использую. Я никогда не использую подсолнечное. Не знаю почему, я всегда на рапсовом готовлю, смотря что я готовлю. Я, конечно, в описании под видео вам все оставлю. И сейчас я покажу процесс приготовления этого тортика. И нам надо сейчас будет... Я вот совсем забыла. Сейчас возьму вас с собой. Вот, вы здесь еще пока не были, я сняла здесь видео. Я сейчас достану и вам покажу. Нам вот такая форма нужна будет. Но вы можете в нормальной форме это все сделать. Вот, я буду вот в такой выпекать, оно тогда очень красиво получается. В какой вы выпеките это все равно. 26 сантиметров должна быть. Если она будет круглая, то, пожалуйста, 26 сантиметров. Ну вот, в общем, как я вас смогла, так я вас здесь поставила. Я надеюсь, вам будет видать. Нам надо все яйца сюда сейчас разбить. Добавить сахар, добавить ванильный сахар. Чуть не забыла щепоточку соли. И так как я сказала, что я готовлю всегда вот этими стаканами или бокалами, я, конечно, взвешивала и уже записала, сколько вам надо вот таких 2 стакана. У меня получилось 1 стакан 180 грамм. Ну и вам надо мальцвай умножить на 2. 320. Вот. Теперь ванильный сахар у меня находится вот в такой дозочке, так как я все перебрала и все переделала. И у нас получается 2 пачечки. Надо 1 пачечка 8 грамм. И мне надо вот таких 2 ложечки. Получается тогда 16 граммов сахара.
Все, теперь мы ставим взбивать примерно, чтобы так прям пушисто получилось. Я сейчас вам покажу. А потом потихоньку добавляем все остальные ингредиенты. Как вы видите, я могу здесь поставить время. Я ставлю на самую высокую скорость. На моей машинке хватило 3 минуты, 3:03, потому что у меня очень хорошая машинка. Вот так хорошо должно у нас взбиться. Я надеюсь, вам хорошо видать. Сейчас я покажу вам. Вот. Должен пушистый быть. Если у вас не сильная машинка, то взбейте 5 минут. Теперь мы добавляем наше кабо, или не какао, а именно сладкое какао. И перемешиваем дальше. Но уже скорость сделаем очень маленькую, она должна только перемешаться. Мы добавляем наше масло и добавляем шпрудель. Но мне надо его взвешивать, из-за этого я сейчас взвешиваю сперва, чтобы знать, сколько миллилитров выйдет. Все. Теперь добавляем туда наш шпрудель. Минеральную воду я имею в виду. Все, как оно перемешалось прям хорошо. Мы отключаем. Он получается вот такой жиденький. Я сейчас вам еще раз поближе покажу. Вот так жидко у нас получается. Теперь мы добавляем вот таких 3 стакана муки. И смешиваем их с разрыхлителем. Как мы муку добавили, теперь опять перемешиваем. Ну, примерно на 4. Ах да, пока мешается, включите на 160 градусов вашу духовку внизу, вверху, чтобы пекла. Вот как она перемешалась, я добавляю туда наш орех и хорошо перемешиваю. И этим временем я смазываю мою форму маслом. Так, у меня есть на канале такое специальное, чем можно смазать, но она у меня кончилась, я еще не сделала. Из этого я просто смажу маслом. Сильно долго не надо взбивать, только чтобы хорошо перемешалось. Потом собрать все с краев и еще дальше перемешать, и уже готово. Все, я смазала. Не знаю, вам видать или нет. Сейчас посмотрю. Вот мою. Эту просто маслом, просто руками. Вот я вам покажу. Вот такое тесто у нас получается. Оно не сильно густое, но не сильно жидкое. Я убираю все вот с краев. Хорошо еще перемешиваю уже вручную. И все. Наше тесто готово. Я решила вас передвинуть, чтобы вы все видеть могли. И я просто выливаю мое тесто в мою форму. Все, наш пирожок готов. Кекс. Уже у меня нагрелась духовочка. Я ставлю его на 1 час, потому что он долго готовится, так как у него очень большой объем, как сказать, именно тесто, а сама форма, она не сильно большая. Из-за этого оно готовится 1 час. Если вы в круглой будете готовить, он готовится намного быстрее. Из-за этого обязательно проверяйте палочкой. На 160 градусов получается 1 час. Потом вы делаете, если вот в такой будете готовить, добавляйте после часа 180 градусов еще 10 минут. И потом обязательно, если вы в такой делаете, оставляете его 10-15 минут полежать вот в этой форме. Если вы сразу будете вытаскивать, у него все порвется. Оставить, отдохнуть 15 минут, а потом уже вытаскивать. Как вы видите, у меня там опять собралась грязная посуда, моя машинка еще стирается. Я сегодня с вами буду прощаться, так как я не хочу, чтобы сильно большие видео или длинные были. Вы мне напишите, как лучше, немножко длиннее, немножко короче, что вы еще хотите видеть. Я, конечно, вам все покажу, расскажу. Я, конечно, еще вам покажу, как выглядит мой тортик потом. Его, когда он остынет, засыпаете просто сахарным песком, сахарной пудрой, или вы его можете шоколадом залить. Но я считаю, что это не обязательно. Но если вдруг вы будете его в круглой форме делать, тогда можно шоколадом залить, очень красиво получается. Мы в этой форме никогда не заливаю шоколадом. Я все-таки, наверное, еще с вами не прощаюсь, или все-таки попрощаюсь, а уже потом, когда будет готово, я просто в конце вам покажу, как он выглядит. И разрежу, конечно, покажу вам кусочек. А я пойду сейчас все убирать, все мыть. У меня сегодня будет плов на обед. Так как мы приехали с отпуска, я еще не закупалась, и мне вообще не хочется выезжать сегодня, не знаю почему. Я решила найти то, что у меня есть дома. У меня есть салатик, я сделаю салатик, и вы уже в другом видео увидите
как я делаю салат, и именно соус. Он получается такой вкусный, медово-горчичный соус. О, это очень вкусно. Я вам покажу, как я его делаю. Хотела вам немножко показать. Вот у меня стоит время, когда кончится. Ну, сколько ему еще выпекаться. Вот, и вот стоит мой тортик. И, конечно, хотела вам показать, что это на видео выглядит, что очень все так чисто. Ну, конечно, здесь вот все стоит, и надо все разбирать. А здесь придется просто все помыть. Это только на видео выглядит, что так все чисто и хорошо. Ну, когда уберешь, будет чисто. Вот смотрите, он еще горячий. Это у меня сейчас он приготовился, выглядит вот с этой стороны вот так. У меня было, там пришли в гости, из-за этого я не смогла снять, когда он уже еще был в духовке. И вот он у меня стоит примерно 10 минут, и я сейчас с вами постараюсь его вытащить. Честно скажу, не знаю, получится вытащить или нет, потому что лучше 15 минут постоять. Но у меня скоро сейчас придут ко мне, чтобы я волосы подстригла. Я постараюсь его так вытащить, когда он еще 15 минут не постоял. Но будьте осторожны, чтобы он у вас не порвался сверху. Оставьте немножко постоять, прикройте полотенцем сверху. Но я сейчас посмотрю, что у меня получилось, выйдет ли он или нет. Сама не знаю. Просто тем, что я всегда смазываю, у меня кончилось оно что-то. Он выходит. Я думала, не хочет. Очень тяжело, он еще горячий. Форма. Вот такая красота получается. Сейчас горячо немножко. Вот хотела показать, что немножко, надеюсь, вам это видать, что немножко пристало что-то, ну совсем чуть-чуть. Вот такая красота у нас получается. Мы потом просто его, я сейчас поближе вас подвину. Так, вы его потом просто засыпаете сахарным песком. Он еще горячий, он еще очень горячий, но я вам разрежу, покажу, так как мне надо, снимать. Я не знаю, вы меня слышите или нет, я сильно далеко от микрофона. Так как мне надо снимать сейчас уже другое видео, я хочу снять салат, как я делаю салат, у меня плов уже готов. Но я не хочу в это видео это все делать, потому что сильно длинно будет для вас. Ну, сейчас посмотрим, что получилось. Вот такая прелесть, он такой мягенький, он такой нежненький. Разрежем, надрежем. Ну, дайте ему до конца, остынуть. Вот он уже ломается, потому что еще не остыл. Вы, наверное, видите, не видно, пар идет. Горячо. Я не знаю, вам видно пар или нет, но вот такая красота у нас получается. Он очень-очень вкусный, он очень такой ореховый. Прелесть. И я заканчиваю этот влог, этот рецепт. Я всем желаю всего самого доброго, мира и любви. И мы увидимся в следующем видео. Пока-пока!